Бесценное время. Сериал основан на реальных событиях, которые происходили в 60-е годы. Сюжет вращается вокруг семьи Акарсу. У Али и Джемиле Акарсу есть 4 детей. У Али завязывается роман с голландкой Каролин, и это приводит к распаду семьи Акарсу. Когда Каролин приезжает в Турцию, Джемиле ранит ее ножом и попадает в тюрьму. Каролин ставит условие, и для того, чтобы с Джемиле сняли обвинения, Али должен развестись с ней. Великолепный век. Сюжет сериала основан на реальных событиях, произошедших во времена правления султана Сулеймана I, и рассказывает о периоде жизни девушки Александры, взятой в плен турками и названной Хюррем. Позже она станет официальной женой Сулеймана, но для этого ей пришлось пройти сложный путь. Любовь на прокат. Молодой обаятельный парень Омер преуспевает в модном бизнесе. Ради выгоды родственники хотят женить его на красивой девушке, которая только вернулась из Америки. Омер не согласен на этот брак. Позже он случайно познакомится с молодой девушкой Дефне, которая работает официанткой в кафе. В чем вина Фатмагуль? В день, когда Фатмагуль провожает своего жениха в плавание, на пути девушки встают 4 опьяненных мужчин, 3 из которых дети богатых людей. Эти 3 парня насилуют Фатмагуль. За дело берется полиция. По турецкому законодательству данный процесс будет считаться закрытым, если один из насильников женится на жертве. И тогда богатые родители насильников, чтобы спасти своих детей от тюрьмы, уговаривают бедняка жениться на Фатмагуль, пожить вместе с ней в браке 1 год, а затем развестись. Так молодую девушку выдают замуж за Керема. Их новая жизнь начнется с ненависти друг к другу. Черно-белая любовь. Безжалостный киллер влюбляется в похищенную заложницу. Турецкая мелодрама о притяжении 2 противоположностей. Аслы – врач, спасающий людей, а Ферхат, наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека. Их пути пересекаются, когда Аслы насильно приводят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства, и теперь она сама должна умереть. Но у Ферхата рука не поднимается убить ее. В ожидании солнца. В сериале идет повествование о судьбе 2 провинциалок – матери Демет и дочери Зейнеп. После того, как их магазин обанкротился, Демет и Зейнеп переезжают в Стамбул. Там их ждет новые трудности. Любовь против судьбы. Мама Кахрамана давно хочет внуков, но с этим у его жены Дефне большие проблемы.
У Дефня не получается вынашивать ребенка. Это очень сказывается на ее душевном состоянии и отношениях с семьей мужа. А затем свекровь Дефня решает найти для нее суррогатную мать. Суррогатной матерью ребенка станет Элиф. Ее маму сажают в тюрьму, и она со своей сестрой осталась без гроша в кармане. Жестокий Стамбул. Наследник богатого клана влюбляется в невесту своего кузена, который прикован к инвалидной коляске. Постучись в мою дверь. Эда работает флористкой, помогая таким образом семье. Девушка мечтает уехать учиться за рубежом и уже почти получила грант. Но к ней приходит бизнесмен Серкан Болат и сообщает ей, что она нарушила все его планы. Теперь Эда, чтобы получить грант, должна 2 месяца притворяться невестой Серкана. Королек, птичка певчая. Главная героиня сериала Фериде, которую в детстве прозвали корольком. В раннем возрасте у нее умирает мать, и отец, будучи военным, отправляет девочку в французский пансион. Спустя несколько лет умирает и отец Фериде. Девочка останется на воспитание своей тети и ее мужа, у которых есть 2 своих детей – Кямран и Неджмие. Фериде влюбляется в Кямрана, но он не воспринимает ее всерьез и продолжает отношения с вдовой Нериман. В это время в Фериде влюбляется коллега и друг Кямрана Селим, в которую в свою очередь влюблена Неджмие. Госпожа Фазилет и ее дочери. Госпожа Фазилет после того, как потеряла своего мужа, одна воспитывает 2 дочек. Вся жизнь Фазилет прошла в сожалениях. Теперь самым большим препятствием на пути матери является ее старшая дочь Хазан, которая не ладит с матерью. Запретная любовь. После смерти любимой жены, умершей 11 лет назад, Аднан изолировал себя от светской жизни и предпочел уединенную жизнь в обществе своих любимых детей Нихаль и Бюлента. Но его спокойная жизнь в один миг меняется после знакомства с юной Бихтер. Аднан понимает, что влюбился в молодую девушку, как в старые добрые времена своей молодости. Ветреный. События сериала разворачиваются вокруг 2 могущественных семей – Асламбея и Шадоглу. Мирана из семьи Асламбей на протяжении 27 лет растили с мыслями о мести. А Рейян из семьи Шадоглу – добродушная девушка, которая верит в любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга. Но она дочь его врага, которому он поклялся отомстить. Молодым людям предстоит пройти через многие испытания и трудности на пути к счастью.
Черная любовь. История любви между бедным парнем и богатой девушкой, которая вынуждена оставить свою любовь и выйти замуж за другого. Спустя несколько лет Кемаль и Нихан снова встретятся. Несмотря на расстояние, препятствия и трагедии на жизненном пути, главные герои продолжают любить друг друга. Чукур. На окраине Стамбула расположен район Чукур. Многие годы этим районом управляет семья Кочовалы, и одна из главных их условий – не распространять наркотики. Однако появляется группа недовольных, и они решают взять управление района в свои руки. В это же время из Парижа возвращается младший сын семьи Кочовалы Ямач, который покинул отчий дом много лет назад. Вместе с ним приезжает Сана, девушка, которой он клялся в любви. Смогут ли они быть счастливыми в Чукуре?